Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас очередная красивая шалька. Такого очень-очень нежная, воздушная, такого вот плана. Петли Соломона мои любимые, которые очень легко вяжутся и очень легко запоминаются. И шаль, бактус получится невероятным, таким нежным, воздушным. А если связать из какой-нибудь тоненькой ангорки или, может быть, мохера, то получится очень красиво. Предлагаю попробовать связать. Я думаю, что получится у всех. Это вяжется несложно. У меня крючок 2,75, слонимская пряжа. В начале 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы провязываем 6 воздушных петель, замыкаем в круг и вяжем боковые группы. Что это значит? 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Легко запомнить. Нам нужно провязать 4 раза. 4 вот таких групп по 3 столбика с одним накидом. 2, 3 воздушные петли. И еще 1, 2, 3, 3 воздушные петли. И мы завершаем наш начальный первый рядочек. Вот так у нас должно получиться. Вот такой цветочек. Идем дальше. Так. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и провязываем боковую группу. Что такое боковая группа? Это 3 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Мы их будем провязывать в самом начале и в самом конце, поэтому предлагаю просто запомнить. И начинаем вязание шали. Вытягиваем петлю Соломона. Смотрите, провязали. Сначала мы сделали воздушную петельку, как бы закрепили. Теперь вытягиваем петлю и делаем накид, прям в петлю проводим. Делаем накид и между петлей и вот просто ниточкой провязываем. Давайте еще разочек. Вытягиваем петлю, делаем накид, накид проводим в центр петли. Теперь между петлей и ниточкой еще один накид, и теперь 2 петли провязываем вместе. Получаем петлю Соломона. Нам ее нужно обвязать за верхнюю ниточку, так скажем. Столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом 1 и столбик с одним накидом 2. И последний завершающий столбик с 2 накидами. Такая у нас будет обвязка. Вот так вот. Теперь находим в центр. Вот у нас и столбик без накида провязываем. Воздушная петля, еще один узорчик, петля Соломона, вытягиваем петлю, внутрь петли вытягиваем, берем накид и провязываем. И опять за верхнюю дугу вяжем столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом 1 и 2 и столбик с 2 накидами. 1, 2. Провязали, и теперь наша боковая группа. Вот она у нас идет. Провязываем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика. Вот наш узор, который мы будем все время повторять. Петля Соломона. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Провязываем наши столбики в самом начале.
1, 2, 3 и еще 3 столбика. Провязали. И вот прям с самого начала начинаем вязать. Прям с самого начала начинаем вязание петли Соломона. Воздушная петля, вытягиваем, петлю проводим внутрь, делаем накид и 2 петли провязываем вместе. Теперь задушку верхнего столбика. Так, еще разочек. Столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом. Так, что это у меня такое? Столбик с накидом 1, 2 и столбик с накидом 1. Такой узорчик мы с вами связали. Теперь наша задача присоединить в наш узор. Вот наша петля Соломона, вот она у нас. И вот столбик без накида мы его находим и провязываем столбик без накида. Воздушная петля и опять петля Соломона. То есть наш узор, он абсолютно однотипный, он будет постоянно повторяться. Столбик без накида, полустолбик, и крепиться будет всегда в одном месте за петлю Соломона. То есть узор, он, во-первых, двухсторонний, он красиво смотрится с двух сторон, вяжется одинаково все время. Мы находим наш узор, нашу петлю Соломона, вот она у нас. Там, где у нас столбик без накида, развернем вот так. Столбик без накида, мы столбик без накида вяжем еще, присоединяясь. Так, и воздушную петельку. Вот такое присоединение. Вот все время будет. Воздушную петлю провязали, вытягиваем петлю Соломона. Петля Соломона готова. Провязываем раз узор, полустолбик, столбик с одним накидом 1 и 2 и столбик с 2 накидами. Легко запомнить, правда? И в самом конце мы просто-напросто никуда не присоединяем, а вяжем боковую группу. 1, 2. Во всех рядах раппорт узора у нас получается один рядочек, то есть мы все время повторяем один и тот же узор во всех рядах, просто-напросто увеличивая количество. Вот у нас было 2 узора, теперь у нас 3 узора, потом будет 1, 2, 3, 4. В каждом рядочке у нас будет больше узоров. Получится такая мягкая, нежная, воздушная шаль петли Соломона с узором. Вот. Что самое главное запомнить? В самом начале мы начинаем вязание. Сразу вот провязали боковую группу и набираем петлю Соломона. Провязали. Теперь узор на петле Соломона провязываем. Так, с самого начала. 1, 2, столбик с одним накидом, 3, 4 и 5. Провязали. И мы знаем, куда мы присоединяемся. Мы смотрим наш узор, вот он у нас идет. И в самую первую петлю столбик без накида, вяжем столбик без накида, воздушная петля и опять петля Соломона. То есть мы все время повторяем один и тот же узор, и у нас в итоге получается вот такая воздушная красота. 2 столбика, 3, 4, 5, и все время у нас
идет один узор. Вот у нас петля Соломона, в петле Соломона узор крепится за петлю Соломона и опять вяжется и в одну сторону, и в другую сторону, вяжется все время одинаково. Вот, связали боковую группу. Можно, я вот попробовала, можно еще связать боковую группу столбиками с двумя накидами, чтобы чуть удлинить шаль. Вот. Но сам узор, петля Соломона, узор, прикрепились. Петля Соломона, узор, прикрепились. Таким образом, вот такие вот треугольнички собираются. Нежные, воздушные, очень интересные. И вяжется очень просто, очень легко запоминается. Получается вот такая нежная воздушная красота. Из любых ниточек это будет очень красиво смотреться. Предлагаю попробовать. Воздушную петельку делаем, вытягиваем ниточку, в центр петли проводим, и петля Соломона готова. Вот она у нас какая. Провязываем узор, и потом крепимся вот сюда. Можно, если хотите, чередовать, допустим, взять и один ряд провязать просто петлей Соломона, допустим, да? Это будет выглядеть таким образом. Можно. А можно петлю Соломона с узором. Тут уже как вам понравится. Но всегда интересно экспериментировать. Что же получится? Можно и так связать. Петля Соломона, она сама по себе очень красивая. И боковая группа. Вот. То есть можно один ряд чередовать с петлей Соломона, а можно просто все время вязать узорчик. Тоже красиво смотрится. Обязательно напишите в комментариях, как вам больше нравится, чередование или все время петля Соломона с узором. Огромное спасибо, если вы досмотрели, если у вас хватило терпения видео мастер-класс до конца. Надеюсь, видео будет полезным, и вы свяжете вот такую нежную красоту для своего гардероба или, может быть, на подарочек. Пишите в комментариях, какой вариант вам больше нравится. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, YouTube, Telegram, и будем вязать вместе. До новых встреч!